Жизнь и смерть Пабло Эскобара. Интересные подробности биографии самого известного наркобарона в истории. Самый известный наркобарон в истории Пабло Эскобар был ликвидирован колумбийским спецназом при поддержке американских агентов четверть века назад, но продолжает пользоваться громадной популярностью среди сценаристов кино и телепроектов. Своей криминальной биографией и несметным богатством вдохновляет новые поколения латиноамериканских наркоторговцев, мечтающих повторить взлет нарколегенды, одновременно избежав болезненного падения и знаменитой жестокой кровавой развязки посреди Медельина. Детские годы. Легендарный барыга родился в городе Рио-Негро 1 декабря 1949 в семье фермера и школьной учительницы. Будучи третьим ребенком небогатых родителей, дерзкий мальчишка львиную часть времени был предоставлен себе. Днями и ночами пропадал в соседнем Медельине, печально знаменитом рассаднике преступности, где кишмя кишели разномастные бандиты. Именно здесь, в молодом возрасте, Пабло Эмилио Эскобар Гавирия начал свою криминальную деятельность. Начало криминальной карьеры. На фото банда Пабло Эскобара. На старте преступной деятельности барыга не убивал людей, но его криминальная карьера началась именно на кладбище. Здесь разбойник воровал решетки, надгробия, памятники, уничтожал аутентичные надписи для последующей перепродажи дельцам соседних областей и стран, особенно часто заключая сделки с панамскими контрабандистами. Преступник также занимался нелегальной продажей контрафактных сигарет, другими мошенническими операциями вроде реализации фальшивых лотерейных билетов. Заработав славу удачливого бандита, сколотив первую банду, чистолюбивый сеньор Гавирия двинулся к более серьезным предприятиям – рэкету и угону дорогих машин с целью дальнейшей перепродажи или разбора на запчасти. Фото с полицейского участка. Грабительская команда быстро увеличилась вместе с растущими аппетитами разбойничьей бригады, которая после шикарных автомобилей обратила внимание на автовладельцев, колумбийских богачей. План банды заключался в том, чтобы, похищая богачей, требовать и выкуп, получая серьезные барыши на этом преступном бизнесе. Правда, буквально первая попытка подобного злодейского предприятия закончилась смертью жертвы. Промышленник Диего Эчеварио скончался в результате избиения, издевательств, пыток, которые похитители обрушили на голову магната, чьи родственники медлили с выкупом. Несмотря на кровавый финал резонансного преступления, в народе популярность колумбийского мафиози росла снежным комом. Беднота редко любит толстосумов, поэтому смерть промышленника вызвала у народных масс восторг вместе со словами благодарности Пабло Эскобару, взявшему на себя ответственность за смерть магната. Народное прозвище бандита «Эль-Доктор», что в переводе на понятный нам язык можно озвучить как «Робин Гуд». Ведь львиную долю нечестно нажитых капиталов разбойник тратил на медельинскую бедноту. Эскобар – наркобарон. Двадцатилетие Павла встречал в статусе преступного авторитета и самого известного преступника на целый Медельин. Настало время покорять новые высоты – рынок наркотиков, с которым окажется связанной вся последующая жизнь и криминальная карьера Пабло Эскобара. На первом этапе будущий наркобарон выступал перевозчиком и посредником, закупал товар у производителей и переправлял по собственным каналам для других наркоторговцев или продавал сам. Еще фото. Кроме футбола была еще любовь к автоспорту.
и, разумеется, имел свою команду в этом виде спорта. Доходы от продажи кокаина существенно превышали прибыль от другой криминальной активности, поэтому организация Эскобара постепенно избрала наркотрафик своей основной деятельностью, агрессивно вытесняя конкурентов, подминая под себя соседние территории, силой забирая бизнес, безжалостно убивая каждого, вставшего на пути. Через несколько лет наркоимперия стала крупнейшей в регионе. В 1977 амбициозный наркобарон объединился с организациями братьев Ачоо, Карлоса Лидера, Хосе Гонсало Гачи. Так образовался Медельинский картель, наиболее могущественный, влиятельный, богатый наркокартель мира, которому принадлежало около 80% мирового наркотрафика, производимого в специально для этого оборудованных колумбийских джунглях химических лабораториях. Семья и личная жизнь. Перед вами фото с семьей, женой, сыном и дочерью. У самого известного наркобарона в истории было множество подруг, любовниц, мимолетных связей. Но женился хищный мафиози лишь однажды. В марте 1976-го криминальный авторитет женился на несовершеннолетней девушке Марии Вальехо, которая родила любимому 2 детей – сына Хуана 1977 и дочь Мануэлу 1984. Злодей, убийца, наркоторговец, террорист являлся замечательным семьянином. Души не чаял в детях, всегда заботился о жене. Семья была жизнью для Эскобара и парадоксальным образом стала его смертью, ведь именно сильная привязанность к семье в итоге стала роковым фактором падения наркокороля. Когда во время открытой конфронтации с правительством жене с детьми не позволили уехать в Германию, мафиози сорвался, начав ожесточенную войну с полицией. Спустя много лет, находясь в бегах, преступник в назначенный день созвонился с домашними, тем самым подписав себе смертный приговор. Но об этом позже. А про семью Эскобара остается сказать, что Мария Мануэла Хуан пережили главу семейства. После его смерти благополучно покинули Колумбию, обосновавшись в Аргентине под измененными именами. На фото один из домов, где жил Пабло. Политическая карьера. Фото. Во время предвыборной кампании с телеведущей любовницей Вирджинией. На пике преступной деятельности состояние главаря Медельина оценивалось в десятки миллиардов долларов. 47 миллиардов долларов, согласно журналу Forbes, которые амбициозный бандит хотел легализовать, превратившись из центральной фигуры подпольной империи в уважаемого колумбийского политика. В 1982 Гавирия сумел выиграть местные выборы, заполучив кресло так называемого замещающего конгрессмена, то есть возможность голосовать при отсутствии других конгрессменов. Впечатляющая победа вдохновила начинающего политика, который поверил, что его деньги вместе с преступным влиянием однажды обеспечат главный пост страны. Фото. В 32 года стал политиком, замещающий конгрессмена Конгресса Колумбии. Смелые и радужные мечты были разрушены, когда либеральный политик Луис Карлос Галан, кандидат в президенты, совместно с действующим министром юстиции Родриго Бонильей организовали широкую общественную кампанию, обличающую кокаиновые деньги в государственном бюджете и людей, которые эти грязные средства представляют. Кокаинового короля исключили из Конгресса. Так оборвалась карьера Гавирии на государственной службе. Горе-политик сильно обиделся на оппонентов, отдав приказ убить министра. 30 апреля 1984 группа боевиков устроила засаду на министерский автомобиль, расстреляв чиновника посреди столицы.
самый богатый человек Колумбии стал террористом. Враг общества номер один. Перед вами фотография объявления о награде за информацию о Пабло. Картель отвечал еще более злодейскими актами, убийствами полицейских, судебных чиновников, представителей армии, спецслужб, подрывами бомб в магазинах, рынках, других людных местах. А 27 ноября 1989 было совершено самое ужасное злодейство преступной биографии Эскобара-террориста. Взрыв пассажирского самолета Boeing 727, перевозившего 101 пассажира вместе с 6 членами экипажа. Все погибли, хотя мишенью террористов-наркоторговцев были не невинные пассажиры, а избранный президент Сесар Трухильо, который должен был лететь, но по непонятным причинам в последний момент отказавшийся от этой идеи. На фото собственная тюрьма Ла Катедраль. Казалось, что ужасное злодейство поставит крест на попытках одиозного гангстера договориться с властями. Однако очередная криминальная инициатива картеля дала нужный результат. Преступники вернулись к корням, к киднеппингу важных персон в надежде теперь выторговать не деньги, а тюремный срок на собственных условиях. Предприятие неожиданно увенчалось успехом. Правительство отменило экстрадицию, разрешив кокаиновому королю отбывать срок в собственноручно построенной тюрьме Ла Катедраль, откуда глава медельинского картеля продолжал руководить империей. Но здесь мафиози дал маху, когда начал устраивать совещания внутри пенитенциарного заведения, однажды лично осуществив казнь попавшего в немилость помощника. Слухи о том, что заключенный Гавирия убивает людей прямо в тюрьме, где отбывает наказание, дошла до Боготы, где решили разорвать позорную сделку с одиозным бандитом. Затем вернуть экстрадицию, выслав заключенного барыгу в Штаты. Информация вовремя оказалась в распоряжении заключенного, который успел покинуть Ла Катедраль до приезда спецназа, ударившись в бега. Враг общества снова оказался на свободе, но дни его были сочтены. Смерть Пабло Эскобара. На фото убитый Пабло Эскобар на крыше в окружении полицейских. Особая поисковая группа, куда входили отборные части полиции, армии и спецслужб, преследовала наркобарона по пятам. Круг сужался. Ближайшие помощники гибли. Влияние картеля практически исчезло. Эль-доктор месяцами не виделся с семьей. Отчаянно скучал по жене, сыну, дочери, матери. 2 декабря 1993 на следующий день после своих именин, Эскобар позвонил домой. Его звонок зафиксировала прослушка. В район была выслана группа спецназа, которая вступила в перестрелку с телохранителем по кличке Эль-Лимон. Пока бодигард отстреливался от преследователей, наркокороль по крышам выбрался на улицу, где его поджидали 2 пули снайпера. Первая попала в ногу, вторая – в спину. Третий выстрел был произведен в голову. Хотя есть специалисты, утверждающие, что третья пуля не принадлежала снайперу или подоспевшему агенту спецназа, а самому преследуемому, который всю жизнь утверждал, что никогда не сдастся живым. Рядом с трупом павшего титана наркоторговли нашли его любимый пистолет. На фото 3 декабря 1993 года. На похоронах присутствовали более 20 тысяч колумбийцев. Так закончился жизненный путь самого знаменитого наркобарона в истории, хотя вслед за Пабло пришли
новые герои-злодеи. На фото сын, дочь и жена в настоящее время. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.